Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. И рада приветствовать всех новичков и гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новые видео. А также не забывайте комментировать. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, отдельные слова благодарности за вашу помощь, за вашу поддержку, за вашу фантазию, за ваши отзывы, за ваши предложения, за все ваши комментарии. Спасибо вам огромное. И я к вам с новым узором. Это ниточки Ангора Делюкс, Ярнард. Так? Это получается мохер. Вот такая вот у меня упаковочка осталась. Это мохер с акрилом. Метраж 100 граммов, 520 метров. Очень классные, очень здоровские ниточки. И здесь нам говорит производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем с вами 3,5 миллиметра. Так? Итак, кто смотрит мои видео, следит, да, знает, что я набираю небольшое количество петелек в районе 30. Но сегодня мы с вами наберем буквально чуть побольше, 38 петелек. Я думаю, я уложусь показать все прелести данного узора. Так, все как всегда. То есть зафиксировали петельку. Так, и 38 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше сделали одну петельку подъема, воздушную петельку. Во вторую петельку от крючка считаем раз, два. И во вторую провязываем столбик без накида. Ввели крючок, вытянули ниточку, вместе их провязали. Есть. Получается еще один столбик без накида. Так, если у нас была петелька подъема, мы имитировали столбик. Следующий столбик, второй получается, следующий, третий. Сейчас вяжем четвертый и пятый. 5 столбиков без накида. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем в цепочке тоже 2 петельки. Раз, два. И с третьей начинаем вязать 11 столбиков без накида. Раз. Столбик без накида. 2 столбик без накида. 3, 4, 5. Первый ряд сюда немножко медленнее вяжется. 6, 7, зато аккуратненько. 8, 9, 10, 11. Есть. Теперь 2 воздушные петельки опять. Раз, два. Пропускаем 2 петельки в цепочке. Раз, два. И с третьей опять начинаем вязать 11 столбиков без накида. Понятно? Провяжем 11 столбиков без накида, 2 воздушные петельки и закончим, получается, ряд 5 столбиками без накида. Так? Ну, не сложно ж. Вот такая вот у нас получится небольшая змейка. Угу. 5 столбиков, 2 воздушные петельки. 11 столбиков, 2 воздушные петельки. 11 столбиков, 2 воздушные петельки. И закончим 5 столбиками. Угу. Все, давайте. Встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот такая вот получается маленькая дорожка. Так. Закончили, получается, мы 2 воздушные петельки. Так, и 5 столбиков без накида. Все, конец ряда. Что делаем дальше? Дальше, получается, мы делаем 3 петли подъема. Раз, два, 3. Поворот. Следующий столбик без накида мы вяжем столбик с накидом. Это уже начинается наш основной узор. И в следующий столбик с накидом. Итого, считаем вместе с первыми 3 петельками подъема, у нас получается 3 столбика с накидом. Дальше мы делаем накид. И шагаем вот наше вот это вот окошечко, которое мы делали из 2 воздушных петелек. Угу. Сюда провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Обычные столбики. 2. 3. 4. 2 воздушные петли.
И сюда же еще 4 столбика с накидом. Будет такой вот веерочек у нас. Итак, 1, 2, 3 и 4. Вот веерочек. Угу. Дальше делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы с вами провязывали 11 столбиков без накида. Отсчитываем 5 столбиков. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой делаем столбик без накида. Есть. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И пропускаем все оставшиеся 5 столбиков. Идем опять в нашу вот эту вот арочку, окошечко. Опять провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Опять 2 воздушные петельки. Петельки. 1, 2. И сюда же еще раз 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Вот. Второй веерочек у нас, да, получился. Видите? Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой вяжем столбик без накида. Понятно? Вот, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем здесь 5 столбиков. И на следующее наше окошечко вяжем опять вот такой вот веерочек. Давайте свяжите самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. И заканчиваем мы, да, после веерочка. Мы пропускаем 2 столбика без накида и провязываем 3 столбика точно так же, как мы делали и в начале. Понятно? Вот, для этого нам необходимо было набрать столько петелек, чтобы красиво у нас краешки были. Что делаем дальше? 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот эти 3 столбика по краям мы так и будем провязывать всегда 3 столбиками. Угу. 1, 2 и 3 столбик. А теперь внимание. Смотрите, чтобы получился супер классный красивый узорчик. Накид. Вот тут у нас получается 4 столбика, верно? Мы с вами 2 крайних столбика не трогаем вообще. Следующие 2 столбика мы провязываем, смотрите как. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Так. Вытягиваем ниточку и провязываем как обычный столбик. 1, 1. Это рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, он будет так вот выступать. Накид следующий точно так же. Сзади наперед столбик перед крючком, захватили ниточку, протянули и опять 1, 1. А вот в эту арочку, да, которую мы делали с 2 воздушных петелек, мы провязываем 2 обычных столбика. 1 столбик и 2 столбика. То есть по итогу у нас получилось тоже 4 столбика. Дальше 2 воздушные петельки также. И сюда же в эту же арочку опять 2 обычных столбика. 1 столбик, 2 столбик. А вот эти вот первые 2 столбика, да, последние 2 мы тоже трогать не будем. Первые 2 провязываем точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Взяли и провязали. Накид. Опять сзади наперед. Столбик перед крючком. Протянули ниточку и провязали. Вот. У нас, вот когда мы сделаем несколько таких вот веерочков, они будут такие объемненькие, пузатенькие. Угу. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. 1, 2. И помните, вот это вот у нас цепочка из 5 воздушных петелек. В нее проваливаемся, захватываем ниточку и провязываем столбик без накида. Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И следующую цепочку опять провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. 1, 2. И продолжаем здесь вязать точно такой же веерочек. Давайте еще раз покажу. Итак, накид. 2 первых столбика мы пропускаем.
А в следующие 2 столбика мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот таким образом. Взяли ниточку, 2 петельки, 2 петельки, накид, еще раз. Взяли так вот столбик наш, вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки. Вот в эту арочку там или в рогаточку, как ее назвать, да, мы провязываем обычные 2 столбика, 1 и 2, 2 воздушные петли, 1, 2, и опять сюда же 2 обычных столбика, 1, 2. Следующие вот 4 столбика, первые 2 мы провязываем, вторые 2 не провязываем. Первые 2 провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Крючок ввели так, что столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 1, 2. Накид, следующий столбик, точно так же. Столбик перед крючком, 1, 2. Понятно? Вот такая вот будет у нас появляться красота. И опять точно так же 2 воздушные петельки, в цепочку провязали столбик без накида, 5 воздушных петелек, 4, 5, и опять провязали столбик без накида. Все, 2 воздушные петельки и продолжаем дальше вязать наш веерочек. Ну тут чуть-чуть сами провяжете, да? Давайте, встретимся в конце ряда. Так, и напомнить вам, да, что мы здесь, получается, начинали 3 столбика и сразу веерочек. То есть здесь мы точно так же заканчиваем. То есть мы провязали веерочек и сразу же переключаемся в 3 столбика. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. И вот в эти 3 петельки подъема провязываем 3 столбик с накидом. Все. Так. Теперь опять 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Это не 3 лишние петельки, да, это 3 петельки именно подъема. Мы имитируем столбик. Накид. Следующие 2 столбика мы провязываем столбиками, как и договаривались, да. То есть у нас такие вот 3 кромочных столбика. Есть. Дальше опять накид и веерочек мы продолжаем вязать так же, как мы и вязали. То есть мы 2 крайних столбика не берем вообще во внимание. Вот этих 2 средних столбика мы берем, опять провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 1, 2. Затем вот в эту арочку провязываем 2 столбика обычных с накидом. 1, 2. 2 воздушные петельки. И сюда же опять 1, 2 обычных столбика. И вот эти вот берем первые 2 столбика нашего веерочка. Опять рельефно лицевой. То есть веерочки вяжутся в каждом ряду одинаково. Угу. Единственное, меняться будут вот здесь вот цепочки. Смотрите. Сейчас мы с вами делаем опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И перескакиваем сразу же вот в эту центральную арочку. Помните, мы в прошлом ряду вязали 2 петельки. Потом столбик. Что, не фокусируется. 2 петельки, столбик, 5 петелек, столбик, 2 петельки. Так вот мы в центральной, где 5 петелек, мы вводим крючок и провязываем столбиком без накида. Вот такая будет красота. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И сразу же перепрыгиваем вот к нашим вот этим вот столбикам рельефным лицевым. 1, 2. И в центральной, получается, провяжем. Вот, видите? То есть получается, вот если приглядеться внимательно, вот такие вот получаются объемненькие вот эти веерочки, да, за счет рельефных столбиков. А здесь, получается, вы сейчас провяжете до конца ряда также, да? А обратно, когда будете возвращаться, у вас после веерочка будут 2 воздушные петельки, присоединяйтесь вот в эту арочку. 5 воздушных петелек, присоединяйтесь вот в эту арочку. 2 воздушные петельки и опять веерочек. Понятно? А обратно пойдете точно так же. То есть 2 ряда вы будете повторять, из которых будет меняться только лишь вот эти вот центральные вот эти петельки воздушные. А веерочки, они так и будут идти. Они будут классные, объемненькие. Итак, несложно. Давайте вырастим ряд на несколько рядов и в итоге посмотрим, что получается. Придумаем, куда применить. Договорились? Так, встречаемся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, пока вязала, что надумала. Добавила второй цвет. Помните, у меня были ниточки, как в шальке, беленькие такие, симли, блестящие. Думаю, попробую-ка я их. А вдруг будет прикольно, интересно, да? Решила так вот по 2 ряда добавить. Да, здесь тоже 2 ряда синеньких, опять 2 ряда беленьких. Думаю, ну как будет. Либо одноцветный, либо в полосочку, либо шире сделать полосочки. То есть так вот.
посмотрела. Итак, опережая ваш вопрос, Оля, а как закончить? Ведь вот такие вот выступы, да? То есть мы с вами будем, так скажем, подбирать момент, как нам лучше сделать. Итак, там, где у нас получается верхушечка, мы однозначно вяжем столбиком без накида, да? То есть начинаем также 3 столбика, да? Вы можете что-то, может быть, свое придумать, но я вот так вот буду делать. 3 столбика, 3 воздушные петельки здесь сделала, и в верхушку столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки, так? И сюда, получается, вот в эту низиночку я буду делать столбики с накидом. То есть в первую арочку столбик с накидом. Потом, допустим, я провяжу 2 воздушные петельки, да? В следующую арочку опять столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И в следующую арочку опять столбик с накидом. Здесь я провяжу уже 3 воздушные петельки. И столбик без накида в верхушку. Гипотетически, да, краешек должен выравниваться. Вот. Дойду сейчас точно таким же образом до конца ряда, а обратно вернусь столбиками без накида. Покажу. Давайте до конца ряда. Обратно пойдем вместе столбиками без накида. Так, смотрите. Провязала я, да, эти столбики до конца. И теперь, получается, мы в самом начале начинали столбиками без накида. Давайте также закончим столбиками без накида. То есть вот наш ряд закончился. Делаем одну воздушную петельку. Так. Ага, я уже сделала. Поворот. И вот сюда же в столбик мы провязываем столбик без накида. И так далее продолжаем. Там, где столбики, столбики без накида. Там, где воздушные, тоже столбики без накида. Да? Если у нас 3 здесь было воздушные, значит 3 столбика. 1, 2, 3. Все. Дальше столбик провязываем столбиком без накида. Дальше у нас, получается, шли по... тут еще 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше в столбик, столбик. Дальше у нас тут по 2 воздушные петельки. Значит, провязываем 2 столбика. 1, 2, столбик, столбик. 1, 2, столбик, столбик. 1, 2. Тут уже 3, потому что мы пошли на верхушечку нашего веерочка. И опять столбик в столбик. И так далее до конца ряда. Принцип понят, да? Видите? Все, у нас край будет выравниваться. Так, смотрите. Вот я, получается, довязала, да, обвязочку нашу. То есть приблизительно похоже, как на начало. И в первую очередь, что мне бросается в глаза, что можно сделать с данных ниточек и данного узора, это палантинчик, да? Пошире его сделать. Класс. Супер. Мне кажется, будет здорово. Итак, смотрите, какая изнаночка. А может быть, наоборот, это лицевая сторона. Он же двусторонний. Понятно? Палантинчик. В первую очередь. А потом уже смотрите, смотря какие ниточки. Можно данный узорчик применить и к летним, например, там топикам, маечкам, да? Видите, какой он объемненький. Прикольненький. И будет такой легенький, свободненький. Угу. Итак, давайте 38, получается, петелек мы набирали. Если такая же плотность вязания, если такие же ниточки, да, например, набирать, то это получается 19 сантиметров. Прикольно. А тут сколько это будет? Это будет 13,5 сантиметров. В принципе, прикольно. Скажите, да? Итак, я жду от вас идеи, куда можно использовать данный узорчик, с какими ниточками. Так, что из этого получится. Не забывайте ставить лайки. Надеюсь, вам видео понравилось. Опять же, подписывайтесь, если вы еще не подписались. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.